Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте с вами узнаем, каковы знаки судьбы в событиях будущего первой декады октября. С чем это будет связано? И у нас первая колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открытые они или закрытые. Вот давайте мы узнаем, каковы же знаки судьбы, с чем будет это связано, как знак судьбы или, может быть, сфера жизни, или дела, вопросы, в которых вам придется принимать важные решения, как ключевые, может быть, события, вот эти знаки. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. И после дополним колодой Таро. У нас сегодня колесо года, как наша жизнь циклична. Итак, с 1 по 10 знаки судьбы для вас, мои дорогие весы. Какие основные моменты акцентируют для нас карты. А вы переложите на метафору карт то, что вас сейчас беспокоит. И, может быть, и правда, из какой-то ситуации затруднительной вы просчитаете какую-то свою многоходовочку, как будете выходить. Но если мы спрашиваем, что прояснится, вот давайте первая карта на Таро, колесо года. Что прояснится для вас, мои дорогие весы, с 1 по 10 октября? Какой вопрос, с чем это будет связано? Что идет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни это у нас любовь, личная жизнь, взаимоотношения, сфера финансов, сфера работы, учебы, согласований, может быть, документы какие-то важные. Ну или это будет связано с какими-то вообще вашими передвижениями, планами на будущее. Итак, давайте узнаем, что же там как первый знак судьбы. А вот какая-то новость, которую вы услышите, или вы что-то увидите, как будто дверь закрыта, да, но только не для нашей героини. Э, Буквально телепортируется она через эту дверь. Это олицетворение того, что действительно вы можете, к примеру, то, что тайное было когда-то скрыто от вас, теперь это будет как наяву. Это может быть просто получение информации, информация, то, которую мы даже слышим в средствах массовой информации. Что-то будет объявлено, может быть и так. Или это то, что вы случайно увидели. В основном-то карта говорит о том, что мы чего-то не предполагали, но мы как будто оказываемся вот за этой закрытой дверью. И, может быть, вы невидимый для кого-то других или других персон, а вам-то какая-то ситуация совершенно становится очевидна. Тут правда либо новость, или вы оказываетесь, мои дорогие весы, в какой-то ситуации, которая вам тоже что-то проясняет. Давайте откроем второй знак судьбы, рост вашей популярности. Для кого-то напрямую поездка, перемещение, предложение. Популярность, так это точно. Если вы имеете свое дело личное, или вы только начинаете, обдумываете, может быть, личный бизнес построить, или, опять же, какое-то ремесло свое, да, или среди вас очень много творческих людей. Может быть, это вы просчитываете свой какой-то ход. Скорее всего, вот смотрите, как будто есть новость или где-то то, что вы увидите, узнаете, просто даже узнаете. Может быть своеобразной базой для дальнейших действий, и тут тогда, скорее всего, не нужно терять времени даром. Ведь аркан колесница где-то призывает к тому: не оглядывайся назад. Для вас важно будет вот то, что вы наметили, обязательно продолжать, потому что вообще это карта успеха. Но эта карта еще также и перемещений. Иногда она говорит конкретно, ну, редко, но тем не менее, о нашем автомобиле, то есть транспортное средство иногда тоже обозначает. И, может быть, мы ведь смотрим с вами с 1 по 10 октября, не такой большой период. Может быть, именно быть мобильным. Карта вас призывает. По этой карте, если мы отложим что-то на завтра, потом можем пожалеть, потому что именно вот в моменте здесь и сейчас, как и вас концентрируют карты, так и вторая карта говорит, что, ну, вот будет какой-то момент, как, знаете, звезды сошлись, может быть, да, или тысячу дорог сходятся в одной точке. И если мы это отложим, опять же, на потом, или я просчитаю, тут что-то и просчитать-то невозможно, вот примите это к сведению. Потому что когда старший аркан, это всегда вовлечены
какие-то третьи лица, может быть, и четвертый, и пятый, и десятый, может, вообще какой-то коллектив. Или еще и обстоятельства. Это тоже, что к нам приходит извне, со стороны. Это мы не планировали, не инициировали, но каким-то образом. Это влияет на нас, нам нужно правильно с этим провзаимодействовать. И для вас в этом плюс, какие-то бонусы. Не просто бонусы, а может быть даже и финансовая какая-то история. Может быть, она и связана с конкретным человеком. Король Пентакли– это, конечно, великий консерватор. Вот с вдохновением у него сложновато, но иногда это может быть меценат. Ну, может быть. Вот у вас есть какой-то проект, особенно для людей творческих. Или вы хотите свое дело, может быть, открыть, свой бизнес, продумываете, ищете партнеров. Здесь может быть такой человек, который заинтересуется вашим проектом. Правильно подать проект– вот это другой разговор. Как-то выстроить диалог в правильном ключе. Но вы можете сами тоже что-то задумать, узнать какую-то деталь. И, может быть, с учетом этой детали нужно как-то пересмотреть свои действия. И сделать это быстро. Вот, кстати, такая подсказка. Иногда король Пентакли будет олицетворять именно супругов. И мы по полу карту не рассматриваем. Это вообще надежный человек, хоть и консерватор, но зато это тот человек, который надеется сам на себя. Чаще это и состоятельный человек. Иногда эта карта говорит конкретно какие-то банковские дела, вопросы, может быть, связанные с налоговой. Иногда и об этом нам говорит карта. Или когда это вы сами, просто ваша работа, может быть, и много работы. У короля Пентаклей всегда много работы, но вы тогда видите, для чего вам это все нужно. Вообще, я бы сказала, если мы говорим о благополучии, планетарно даже, да, вот как и октябрь, так и ноябрь. Больше эти 2 месяца подходят для того, чтобы мы стабилизировали свое положение. Финансовое, наверное, в первую очередь. Финансовое, потому что на этом тоже, как на базисе, строится наше благополучие. А деньги– это не деньги ради денег. Нет, это один из способов взаимодействия с миром. Поэтому я тут больше вижу, что есть определенные такие предпосылки на дальнейший период, не только сейчас что-то стабилизировать, а как и приумножить. Или понимать, как дальше буду действовать, или что я буду продолжать, от чего, может быть, отказываться. Вот 3 карты я бы даже сложила, как будто все взаимосвязано, может быть. Возможно, это одна сфера жизни, которая будет касаться именно вашей какой-то деловой больше области. Но тогда и к этому подтянутся все остальное. Хотя я точно так же могу допустить, что возможность, может быть, вы оформляли документы для перемещения, и все что-то вот не получалось у вас. И вдруг вы случайно узнаете, что как лед тронулся. Вот теперь или вот совсем скоро вы эти документы получите. Может быть, я этого тоже не исключаю. Вы можете узнать, допустим, какое-то дело у вас шло в затяжку именно потому, что, ну, как вариант, один из документов, ну, как-то неправильно был составлен. И вот это правда, да, вот как мы случайно это узнаем. Может быть, поменялись какие-то шаблоны, банально, такое тоже бывает. И пока мы не поймем, как тут нам нужно заполнять какой-то бланк, бумагу, мы постоянно повторяем какую-то ошибку. Теперь мы понимаем, знаем, как это нужно делать, что вот служило препятствием или камнем преткновения. Может быть, это какой-то, знаете, мелкий вопрос, да, или мелкая деталь. Но вот она почему-то важна будет. И вы теперь будете знать вот это ноу-хау, как это сделать, да? И тогда вы можете какой-то момент исправить, как будто, и дела пошли в гору. Вот у кого-то даже так, и в разных сферах жизни. Что прояснится? Давайте будем узнавать. Личная жизнь, я вижу, тут явно должна проясняться. Может быть, это конкретная, ну, как персона. Пусть он нам показан король чаш. Но опять же, вот как король пентаклей, так и король чаш может говорить о именно семейной ситуации или личном каком-то вопросе. Может быть, вопрос просто даже по взаимоотношениям. И король чаш в основном это те, которые откликаются в нашу сторону. Или тот человек, который, по сути дела, нас любит. Может быть, и конкретно даже
Если, ну, я редко привязываю астрологическое значение к картам, но все же, тем не менее, иногда совпадает. Так вот, если мы говорим о короле чаш, это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Или, к примеру, он может иметь асцендент и не знать даже об этом. Или по луне. А почему не знать? Потому что, чтобы узнать, нужно точное время своего рождения. Согласитесь, не каждый из нас знает в силу разных причин. А если мы о короле Пентаклей, это стихия Земли. Телец, Дева и Козерог. Может быть, опять же, тут и асцендент. Ну и если в целом-то вот у вас два короля выпадает, мои дорогие, и еще аркан колесницы, который как бы сам по себе на удачу, на успех, не теряя времени, говорит. А я могу предположить с учетом двух королей, потому что когда в моих раскладах два короля и более, это явно какие-то согласования, инстанции или встречи с руководителем, какие-то с руководителем более важные разговоры, или в целом разговоры несколько на более высоком уровне, нежели вы к этому привыкли. Вот поэтому, может быть, и проясняется какой-то вопрос. Но это карта еще добрых эмоций, мои дорогие. Поэтому вы можете что-то сделать очень хорошо для себя. А если и правда какая-то у вас проясняется или какое-то дело приобретает уже, ну, как более четкие формы, куда это будет продолжаться, или в целом ваша какая-то позиция или ваша миссия, может быть, даже в каком-то вопросе тоже проясняется, и есть элемент радости. Вам что-то нравится или как минимум приятно. Может быть и приятное общение. Но прояснение, тем не менее, оно будет присутствовать. Что идет? Ну, может быть, кстати, эта карта «Праздник после победы». Ну, праздники все у нас заканчиваются, но вот победу нужно сохранять. Вот смотрите, какая-то стабильность по одному, как минимум, вопросу, она будет достигнута. Но вот если мы говорим праздник, как какая-то эйфория, она уйдет. Вы, кстати, можете на что-то решиться. И ведь четверка жезлов – это как 4 столпа. Это некоторая уверенность. Может быть, вы будете с чем-то соглашаться принципиально новым. У кого-то это будет по работе, к примеру, новая должность, новые какие-то условия работы, или, может быть, даже график работы. Или пусть это... Почему про работу? Потому что жезлы в основном это у нас дело работы, бизнес. Ну и финансы откуда в плане контекста, откуда к нам эти финансы приходят или как мы зарабатываем. Вот тут какие-то перемены явно будут. Все то, что касается работы или соглашений, документов, переподписания каких-нибудь контрактов, пересмотров, это вполне вероятно. Может быть, контракты и брачные контракты, почему нет? Тут тоже будете что-то пересматривать. Тогда это документ, опять же, какое-то дело, вопрос. У кого-то это будет касаться недвижимости. Очень часто четверка жезлов может говорить о смене места жительства, правда. И, кстати, аркан колесницы тоже о возможном переезде или о готовящемся переезде, когда вы будете искать информацию, что-то просчитывать, опять же, да, и финансовую сторону, может быть, и юридическую где-то. И тогда вполне вероятно, вот что уйдет. Вы поменяете место жительства. И если у вас, ну, к этому есть либо желание, предпосылки, ну, а кто-то может вообще просто задуматься о том, что там, где я нахожусь сейчас, меня это больше в силу разных причин не устраивает. Иногда у нас и разъезжаются, как взрослые дети и родители, правда такое бывает? Или наоборот, съезжаются. У каждого какая-то своя история. Но именно по части дома здесь явно какие-то подвижки будут. Или, может быть, банально вам нужно переоформить даже какие-то, ну, мелкие такие документы или что-то уточнить. Вы тоже можете по таким вопросам мелким разбираться. Что придет взамен? Но если мы говорим об энергетике, то вот правда, эйфория-то она явно уходит. Или, знаете, это может быть, как раньше было чувство стабильности, может быть, где-то безопасности, а вот сейчас вы на что-то вынуждены согласиться. И как твердой почвы под ногами вы не чувствуете. Здесь может быть какой-то конфликт. Смотрите, пятерка мечей, первая победа. Поэтому давайте мы достанем дополнительные карты, с чем это связано. Всегда пятерка
Ничего себе. Ну, тут очень много карт. Всегда пятерка– это мелкая карта, но мечи– это имеется в виду, если есть конфликт или в зародыше, будем говорить, да, то лучше его свести к нулю. Потому что мы как никому ничего не докажем. Есть фраза «разошлись, как в море корабли». Так вот, по этой карте мы, может быть, и чувствуем наше поражение. Мы как расходимся, да, в разные стороны с конкретным человеком. Но мы никого не убедили, и нас не убедили тоже. А потом сложно просто даже сказать «здравствуй». Поэтому карта говорит, сведи любой конфликт где-то к нулю. И вот смотрите, тут какая-то внешняя ситуация будет влиять. Если вот этот конфликт вызван внешней именно ситуацией, когда это на уровне восприятия вашего или какого-то другого человека, тут как будто, ну, кипишить точно не нужно. Тут наоборот, нужно быть осторожным и рассматривать все варианты. Может быть, и была какая-то привычная история. Вот, кстати, нам говорят, была у вас победа в каком-то вопросе, а после этого все зависло. Вот, может быть, кстати, у кого-то банально, что придет взамен. Какая-то личная история, которая, может быть, не длится дальше. Или по каким-то причинам завершилась или завершается. Вам может захотеться выяснить отношения. Или какому-то человеку с вами тоже, может быть, захочется выяснить отношения. И причина этому именно башня. Потому что что-то не продолжается. Или, к примеру, ну, может быть, вы получали, ну, даже какой-то денежный эквивалент по необходимым платежам или каким-то вашим выплатам, которые вам должны были выплачивать. Здесь что-то притормаживается. С 1 по 10 октября вам придется как будто себя отстаивать или говорить, что нет, как бы по закону или вот, ну, есть такой тонкий нюанс, именно из-за этого может быть спор. Но давайте я достану сама дополнительные карты, чтобы немножко прояснить все же, да, что ж там придет взамен. Но явно вы с чем-то тут не согласны, мои дорогие весы. Так что же это означает, что придет взамен? А как будто отпускает и не имеет значения. Десятка мечей. Закрой в прошлое дверь. Вы знаете, вы можете, правда, быть не согласны с каким-то человеком, даже с которым у вас уже фактически-то уже отношения закончены. Может быть, это у кого-то работодатель, у кого-то это человек из прошлого, уже вам хорошо знакомый. Она вообще говорят, да ты тут не, словно не мечи бисер, тут это не нужно, потому что переключи свою активность на какую-то рутину, вот буквально даже так, на сферу работы. У тебя сейчас более прогрессивный период, и я об этом говорила, именно по части заработков. Я вам скажу, тут будет просто возможность или для кого-то, хоть и объединяет вас, мои дорогие, один знак зодиака, но все же мы все разные. Вот тут может, знаете, вот есть такая фраза в русском языке, как подмывает, да, или меня вот как какая-то неведомая сила подстегивает изнутри выяснить с кем-то отношения или разобраться с обидчиком. А карта нам вот десятка мечей говорит, да ты оставь. Это уже не имеет никакого значения. Поэтому я так думаю, что кто-то это попросту минует. Может быть, внутреннее состояние где-то и зацепило ненадолго, но вы быстро от этого чувства избавитесь. А кто-то вообще мимо пройдет и скажет, ну, там уже все понятно. Там не может быть ничего, поэтому вот закрыл в прошлое дверь и все. И словно груз с плечей свалился, упал, да? И вы переключитесь именно на то, что требует ваших ну, как участие, решение, может быть. Эта карта так и говорит, работай, и у тебя все получится. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Как будто время даже не нужно тратить на тот, кто приносит какие-то конфронтации, может быть, даже склоки или пытается вот вас словно втянуть. То есть люди вас будут окружать разные, будьте к этому готовы. Может быть, и вот это даже новость, вот теперь я могу предположить. Вы что-то слышите, а это может быть для вас настолько неожиданно, что захочется разобраться по этому вопросу. А ведь, по сути дела, карта, так вот она может говорить о том, что тут еще нужно что-то перепроверить вообще-то для начала.
Ну, может быть, это выглядит как правда и очень достоверно, а на самом деле будет ложная информация, мои дорогие. Поэтому доверяй, но проверяй, наверное, это будет правильная стратегия. Но и не уделяйте много внимания тому, что пытается вас именно зацепить эмоционально. Видимо, это тот период, вот эти 10 дней, когда эмоционально вы не будете совсем согласны. Но это как будто не имеет значения. Быстрее как бы карты даже сами советуют: разделяй зерна от плевел и иди дальше. Вот есть то, что стоящее, то, чему действительно нужно уделять внимание. Вот так однозначно говорят карты. Личная жизнь, любовь. У кого-то выбор. Может быть, выбор совершать какой-то важный диалог или нет. Может быть, и выбор партнера. Но я могу сказать, вот смотрите, если, допустим, что придет взамен? У кого-то возобновление прежней истории, правда? Может быть. Или человек пытается вернуться. Причем не обязательно это тот, кого вы хотели видеть. А может быть, это кого вы уже и не хотите видеть. Вы уже и забыли, и рукой махнули. Как мы говорим, уже и перекрестился, и все, проводил навсегда. Ну, таковы уж на это не влияете, тем не менее, какой-то дежавю может быть. И вы знаете, ну, где-то не вовлечься в какие-то пустые диалоги тоже будет важно. А если была проблема в отношениях, ну, тогда будьте реалистом, и проблема сама по себе никуда не исчезла, чтобы потом не быть разочарованным. Ну, поэтому и очаровываться точно тут не нужно. Ну, а если кто-то пытается вас зацепить эмоционально, ну, тогда тоже не стоит вестись на это. Но больше эта карта говорит именно о влюбленных. Как будто руки, обратите внимание, красной лентой у влюбленных перевязаны. Где-то может и свидетельствовать карта, что неважно, какие были истории в нашей жизни, но пусть даже если отношения какие-то прежние не сложились, но, может быть, остались нерешенные вопросы. Вот, кстати, да? И тогда вам еще предстоит не конфликтуя, а именно искать варианты диалога. Тогда работать над этим диалогом буквально придется, потому что вопросы требуют своего решения. И от того, в какой атмосфере это все происходит, тогда больше вариантов, ну, получить больше каких-то либо бонусов, либо добиться желаемого. Все решают люди. А вы, великие дипломаты, вам это сделать совершенно несложно. И, по сути дела, карта говорит, сепарация – это только иллюзия. Поэтому для тех, у кого вот именно сложные отношения, или когда именно возобновление какое-то идет, здесь не происходит, знаете, вот так вот одномоментно, и прямо вот все мы так вот, ну, легко все вопросы решили, совсем договорились. Нет, тут могут и эмоции цеплять, но, видимо, договориться все-таки стоит. А для кого-то, мои дорогие, мы опять же все разные. Может быть, и какое-то знакомство, отчасти недавнее, будет просто развиваться. Вот именно пара влюбленная. И у кого-то серьезные разговоры о проживании вместе, где мы будем проживать, когда мы вместе уже как бы соединимся, да, вот тут такие могут быть планы. Ну, карты разные, они имеют всегда, как медаль, две стороны. Вот, но тем не менее, личная жизнь в центре внимания тоже, мои дорогие весы, с 1 по 10. Может быть, вы кому-то и не верите, да, из разряда тех, кто пытается вернуться. И вот посмотрите, прилежная ученица. Очень хорошая карта, особенно на финансы. И я бы сказала, шикарная карта, когда мы меняем свою и стратегию, и тактику, что-то просчитываем, может быть, на бумаге, может быть, как тезис-план, ну, буквально на бумаге, да, расчертить за и против, именно как бы визуализируя, есть смысл чем-то заниматься или нет. Или когда вы осваиваете какие-то новые ресурсы, к примеру, изучаете что-то, или буквально у кого-то могут быть курсы или приобретение знаний необходимых, когда вы потом эти знания приложите на практику, и это будет для вас означать востребованность, к примеру, на рынке труда. Или эти знания вам как-то будут помогать именно для решения денежных вопросов. Такое я тоже могу допустить. Это, знаете, как новый жизненный этап вашей новой финансовой истории.
Ну, конечно, переложите каждый на свою жизнь, потому что у кого-то это банально. Вы, к примеру, да, какие-то постоянные выплаты, к примеру, пенсии. Меня смотрят разные люди и разного возраста. Вы получали, допустим, как кэш на руки, а теперь меняется структура, электронные системы какие-то взаиморасчетов, и вам нужно изучить приложение, например, или как это работает на смартфоне. И вы тоже будете уделять этому внимание, чтобы понимать, как вот действительно это все функционирует. У кого-то даже банально так может проиграться. Ну, а у кого-то более глобально, когда вы именно какой-то навык приобретаете. Или банально учите языки. Вы собираетесь переехать, и вам нужно очень хорошо ориентироваться, и причем так, чтобы и вас понимали, ну и вам-то было понятно, и выстраивать какие-то диалоги. То есть обучение как будто совершенно необходимо, и от этого будут зависеть ваши финансы. Дела, работа, бизнес, согласование и документы, у кого-то учеба. Явно что-то будет продолжаться. Мы смотрим 10 дней. Не такой большой период, но взаимодействие явно есть. Я бы сказала так. Здесь, знаете, быть легким на подъем и рассматривать разные возможности или просчитывать какие-то ситуации, которые вы даже случайно слышите. Перекладывайте на себя. Каким образом это может касаться вас или может быть вам полезно. А я должна сказать, в период октября и ноября ничто не происходит просто так. И пусть даже вы новость какую-то внешнюю услышите, мои дорогие весы, но вам нужно с этим как-то правильно провзаимодействовать. Или это какая-то подсказка для того, чтобы вы как-то это переложили на себя, и вам это, скорее всего, тоже будет полезно, понимаете? Но взаимодействие тут может быть и буквально с каким-то человеком. Ну, может быть, это у кого-то компаньон, помощь, хороший друг. Посмотрите, две как бы карты, которые говорят именно о паре. И здесь это больше партнерство деловое, а здесь партнерство, которое более такое чувственное. И может быть, вполне вероятно, это один и тот же человек. Может быть, у кого-то, ну, как начало, первые шаги семейного бизнеса. Почему нет? Все может быть. И вы еще на начальном этапе что-то просчитываете, продумываете. Или, опять же, это вы, мои дорогие весы, уже свою какую-то многоходовочку на будущее пытаетесь заложить. Или дополнительный доход, да, опять же. И тогда вы будете и изучать, и договариваться. Но это в целом взаимодействие, если мы смотрим. И тогда из этого получится что-то очень даже перспективное. Вполне вероятно, нам карта колесницы, поэтому и говорит, не теряй времени даром. Есть чем заняться, и более того, прогресс явный есть в некоторых вопросах, когда вы потом себе скажете спасибо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.